Военные ВСУ вышли на протесты, срочное обращение, гневное условие Зеленскому, заявление о произволе и расколе, что происходит в одном из центральных регионов Украины. Путин поставил условия Киеву, Москва озвучила требования, Кремль не собирается отступать, при этом Зеленский готов к уступкам, громкое заявление о мире из ЕС. Немецкий удар, арест предателей и союзников, масштабная спецоперация немцев, аресты россиян, украинцев и не только. Россию призвали сократить армию и военный бюджет страны. Обращение Запада. Чего хотят еще? Удар армии РФ по войскам Запада. МИД страны заявляет об интервенции и военных целях. Колонны заходят в ключевые города, силовой контроль установлен. Беларусь поднимает войска, обращение к Лукашенко, попытки расшатать ситуацию в Казахстане, первые аресты, а еще о масштабных рейдах в Украине, связанных с мобилизацией. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Пятко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Украинцы против военкомов, военкомы против украинцев. В Киеве продолжают говорить о мобилизации, которую часто называют бусификацией, а также об ответном ударе по ТЦК. В Нацполе заявили, что с 2022 года зафиксированы 526 случаев сопротивления сотрудникам ТЦК. При этом 4 военных погибли при исполнении служебных обязанностей. Число, как заявляют в полиции, нападений резко растет. 5 случаев в 2022 году, 38 в 2023, 118 в 2024, 341 в 2025 и уже 24 инцидента в 2026 году. Больше всего представителям ТЦК отвечают в Харьковской области, меньше всего в Херсонской. В нацполиции связывают всплеск с нежеланием идти в армию и низким доверием к ТЦК из-за коррупционных скандалов, а также методов, которыми пользуются сами военкомы. При этом сколько случаев применения силы во время мобилизации со стороны военкомов не заявляется. В полиции также заявляют и уверяют, что все жалобы на силовое задержание украинцев расследует ГБР. Отмечу, что еще в 2024 году уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубенец заявлял о 4000 жалоб на действия ТЦК, полученных от граждан страны. С другой стороны, мы документируем факты коррупции в ТЦК и СП, когда за деньги отпускают ту категорию лиц, которая подлежит мобилизации. Общество об этом тоже знает. Поэтому доверие к ТЦК и СП минимальное, и люди сразу негативно воспринимают ситуацию, даже когда человека останавливают для проверки документов. И почти ежедневно фиксируются факты нападений на военнослужащих ТЦК и СП. При этом полиция заявляет, что накануне провела масштабные рейды и накрыла тех, кто вымогал деньги у мобилизованных украинских мужчин за то, чтобы отпустить их из военкоматов. Помимо этого, в полиции уверяют, что наказание ждет и тех, кто уклоняется от службы. Напомню, в украинских соцсетях продолжают публиковать ролики задержаний мужчин на улицах страны. Ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявлял, что почти все видео жесткой мобилизации созданы с помощью искусственного интеллекта. Недавно проблему бусификации признал Зеленский. Немецкий удар, арест предателей и союзников. Федеральная прокуратура Германии проводит масштабный рейд против сети компаний, которая помогала российской оборонке с санкционными товарами. Уже арестованы 5 человек. Среди них граждане России, Украины и Германии. В центре расследования компания в немецком городе Любек. Как пишут СМИ, предприятие было основано в марте 2022 года немецко-российским бизнесменом. В Россию смогли совершить около 16 тысяч поставок на сумму около 30 миллионов евро. Предположительно, необходимую продукцию, которая не изготавливается в России, получили более 20 российских оборонных предприятий, включенных в санкционный список. Среди них товары из списка эмбарго Европейского Союза, конвертеры, специальные подшипники, фотоэлектрические сенсоры. По данным следствия, получателями стали как минимум 24 российских оборонных предприятия, находящихся под санкциями ЕС. Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько понадобится. Уже, наверное, традиционная рубрика «Опросы». Новые данные опять публикует Киевский международный институт социологии. Итак, согласно ему, большинство граждан Украины, 65%, несмотря на обстрелы России, сложную ситуацию с теплом и светом в стране, заявляют, что готовы вытерпеть все, лишь бы мирные переговоры закончились на условиях Украины. Самая высокая готовность терпеть зафиксирована в Киеве – 72%, отмечается в исследовании. При этом чуть больше половины опрошенных, 52%, считают, что Зеленский не должен соглашаться на предложение передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности. Только треть респондентов готова пойти на такие уступки.
Зрители из Украины, как вы относитесь к публикуемой информации? Согласны ли с этими цифрами? Нет? Пишите свои ответы, можно как на украинском, так и на русском языках. Зеленский идет на условия и уступки. Киев к этому готов. Условия, вероятно, в том числе и Путина, могут быть выполнены ради мира. Так за Украину ответила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она призвала Путина также пойти на уступки. В частности, ограничить военный бюджет страны, армию и ядерное оружие, чтобы устранить угрозу. Она признала, что Москва не хочет говорить с Европой, так как переговоры с американцами приносят, далее цитата, максималистские требования. ЕС считает, что Россия занимается имитацией переговоров. И несмотря на то, что Зеленский готов идти на уступки, это не означает, что украинцы могут полностью сдаться, говорит Каллас. Проблема сейчас заключается в том, что мы видим. На украинцев оказывается сильное давление с целью заставить их пойти на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась. Но это размывает понимание того, где на самом деле находится источник проблемы. Если посмотреть на последние 100 лет, Россия нападала как минимум на 19 стран, на некоторые из них по 3 или даже 4 раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Россия и Украина сядут за стол переговоров уже в среду и четверг. Это официально вслед за Киевом подтвердила и Москва. При этом ранее сообщалось, что диалог будет исключительно двусторонним, но все изменилось. И представитель Трампа также будет присутствовать в Абу-Даби. Речь об Уиткофе. Уиткоф сделает остановку в Израиле по пути в Абу-Даби, где в среду и четверг проведет очередной раунд переговоров с Россией и Украиной. Зеленский обратился к Трампу. Накануне он выразил надежду, что США обеспечат необходимые условия для диалога, а энергетическое перемирие, которое было объявлено несколько дней назад, Зеленский назвал событием, которое помогает вызвать доверие у людей к переговорному процессу. Кроме того, на Банковой сделали заявление о завершении войны. Зеленский уверен, ее надо заканчивать. Важно, что сегодня в течение дня не было ракетных ударов и атак шахедов по инфраструктуре. Это демонстрирует, что когда у Америки есть мотивация действительно изменить ситуацию, ситуация может измениться. Наша команда продолжает работать с американской стороной, чтобы реальные решения ради мира могли масштабироваться. В России заявляют также о готовности говорить о мире. Путин поставил условия Зеленскому и от него не отказывается. Песков не стал комментировать приглашение Зеленского, который предлагал Путину приехать в Киев, и заявил условия Путина, чтобы Зеленский приехал в Москву. Напомню, ранее от этого Зеленский уже отказался. Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Вот эта позиция, она остается нашей позицией, она достаточно последовательная. Мы сохраняем свою открытость для переговоров, и вы видите, ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем, и мы готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине. Люди важнее земли. Украина на пределе. На фоне опубликованных опросов, о которых я уже рассказал ранее, в Украине продолжают цитировать и обсуждать интервью человека, которого западные медиа назвали ключевым союзником Зеленского, и он бьет тревогу. Речь о Виталии Киме, главе Николаевской областной военной администрации, который дал интервью The Independent. По его словам, для большинства украинцев победа — это не границы, а конец войны и гарантии безопасности для будущих поколений. Ким подчеркивает, Украина может не выдержать затяжного конфликта, даже если Россия экономически рухнет через пару лет. У России есть время, у Украины его нет, говорит Ким. Отвечая на вопрос о своих приоритетах в мирном плане под руководством Дональда Трампа, губернатор Ким сказал: «Земля важна, но все же люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра». Он признал: «Для меня лично победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и не погибают, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы наши дети могли иметь ту жизнь, которая была у нас до вторжения». О гарантиях безопасности заговорили в Москве. Еще один жесткий ультиматум Киеву на фоне продолжающихся разговоров о том, что после заключения мирного соглашения в Украине могут развернуть западные войска для контроля. МИД РФ вышел с заявлением: намерения союзников Украины будут считать интервенцией. Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России. Российский удар и ликвидация войск Запада – это ответ Москвы на возможное размещение иностранных войск в Украине. Буквально 2 недели назад в России заявили, российская армия нанесет удары по военным Запада, если они прибудут в страну. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей вооруженных сил Российской Федерации.
Россия все же нанесла удар, однако по объектам в Украине в ночь на 3 февраля первыми полетели дроны, а после и ракеты. Под жесткой атакой Харьков. Там была целая серия взрывов. Днепр и Киев. Мониторинговые каналы заявляли, ВС РФ провели разведку за несколько дней до удара, в период перемирия. А уже ближе к полуночи появились и первые сообщения о взлете стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, которые всегда используют РФ для масштабного удара. На момент записи выпуска это и вся информация. Личный состав экстренно вооружается, готовит технику и спецсредства, загружает запасы и готовится к маршу в назначенный район. Беларусь внезапно объявила об очередной комплексной проверке боевой готовности армии. Приказ отдан во второй половине дня 2 февраля. В Минобороны страны заявляют, что приведена к выполнению задач по предназначению одна из воинских частей Западного оперативного командования. Военные вышли на протесты и ждут ответов. Срочное обращение ветеранов ВСУ к Зеленскому. Один из регионов Украины в центре внимания из-за недавней громкой перестрелки, в результате которой погибли 4 полицейских и 1 военный ветеран российско-украинской войны Сергей Русинов. Соцсети взрывают ролики, военные требуют объективного расследования и заявляют о произволе правоохранителей. В сети распространяются видео под названием «Черкасская область восстала против Зе-мафии и режима Зеленского». Итак, буквально на прошлой неделе в Черкасской области произошла трагедия. При попытке задержания ветеран ВСУ Сергей Русинов открыл огонь. Погибли 4 полицейских. Сам он также был убит. Русинова обвиняли в покушении на депутата Виталия Сторожука из-за личной неприязни и старых конфликтов. При этом побратимы ветерана заявляют о возможной инсценировке конфликта и указывают на пророссийский бэкграунд депутата. В сети пишут, что он ездил в Россию и участвовал в сомнительных мероприятиях. Во время попытки задержать Русинова тот вооружился автоматом и открыл огонь по тем, кто за ним приехал. 4 погибли, и, как заявляет полиция, Русинов был застрелен уже новыми силами правоохранителей. Теперь ветеранские организации Украины заявили о серьезных сомнениях в официальной версии полиции. Они утверждают, что ветеран был преждевременно объявлен преступником. В заявлении к Зеленскому говорится о манипулятивной информационной кампании, давлении на общественное мнение и дискредитации ветеранов ВСУ. Военные акцентируют внимание на отсутствие попыток деэскалации и возможные нарушения при проведении следственных действий. Ветеранское сообщество требует от Зеленского немедленно вмешаться, предупреждая об угрозе раскола внутри сил безопасности в условиях войны. Взять расследование обстоятельств дела под личный контроль и обеспечить его полноту, объективность и беспристрастность. Инициировать передачу досудебного расследования Главному следственному управлению Национальной полиции Украины с участием Офиса Генерального прокурора и Государственного бюро расследований. Депутат, на которого по данным следствия покушался военный ВСУ из-за определенных конфликтов между ними, отрицает любой конфликт с Русиновым, заявляя, что ранее публично сотрудничал с ним и помогал ветеранам с получением земли. Сторожук считает, что находится под массированной информационной атакой, отрицает связи с Россией. По его словам, покушение на него было реальным, он прошел полиграф, он также требует объективного расследования. Прежде всего выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ветерана и погибших правоохранителей. Это невосполнимая утрата, которая не имеет оправданий и не должна повториться. Трагедия, в которой погибли люди, не должна была произойти. Общество имеет право на полное, объективное и беспристрастное расследование с установлением всех организаторов и заказчиков преступления. Срочное обращение к Лукашенко. Белорус Руслан Купрацевич, воевавший на стороне России, попал в украинский плен и записал публичное обращение к Лукашенко. Военнопленный просит его поговорить с Путиным, чтобы тот помог ему вернуться домой. Это видео опубликовал украинский госпроект «Хочу жить». Купрацевич – уроженец Гомельской области, ранее отбывал срок в российской колонии. По его словам, он подписал контракт, находясь в тюрьме. По данным Украины, на начало 2025 года в составе российской армии находились как минимум 742 гражданина Беларуси. Обращаюсь к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и помочь мне скорее вернуться домой. Потому что дома меня ждет моя жена, ребенок, тетя и бабушка. Силовики беспрепятственно заходят в ключевые города. Контроль на северо-востоке страны установлен в сирийский город Эль-Хасака, который ранее находился под контролем курдских сирийских демократических сил. Заехала колонна бронированных машин Министерства внутренних дел Сирии. Также силы безопасности Сирии направляются в города Эль-Камышлы и Кобани.
По данным Рейтера, спецподразделения МВД Сирии прибыли в Эль-Хасаку для выполнения задач по обеспечению безопасности в рамках соглашения Дамаска с сирийскими демократическими силами. Соглашение предусматривает поэтапную интеграцию курдских ополченцев в правительственные силы. США назвали этот договор исторической вехой на пути к единству и примирению в Сирию после 14 лет гражданской войны. После осмотра города они могут быть размещены в 3 или 4 военных пунктах. Если вход пройдет мирно, в соответствии с соглашением между сирийским правительством и сирийскими демократическими силами, то сегодня в город войдут дополнительные силы. Также примерно 15-20 машин внутренних сил безопасности. Попытки дестабилизации ситуации в Казахстане. Власти страны заявили о всплеске дезинформации в соцсетях и мессенджерах на фоне обсуждения проекта новой конституции. По данным МВД, в интернет целенаправленно вбрасываются искаженные факты и провокационные сообщения, способные дестабилизировать ситуацию в стране. Уже есть первые наказанные за подобные вбросы. В Алматы мужчина распространял фейк о якобы снятии запрета на продажу земли иностранцам. Информацию официально опровергли, автора привлекли к ответственности. Еще один казахстанец, заявляют в МВД, публиковал ложь о поправках, угрожающих унитарности и территориальной целостности страны. Ведомство напоминает, обсуждать Конституцию можно, критиковать тоже. Наказание грозит только за заведомую ложь и искажение фактов. Призываем граждан сохранять здравый смысл, не поддаваться на провокации и пользоваться исключительно официальными и проверенными источниками информации. Министерство внутренних дел держит ситуацию под контролем и будет жестко реагировать на любые попытки дестабилизации. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Как всегда, спасибо за вашу поддержку, хороших новостей, дня и настроения. До встречи уже завтра.